Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжим сегодня разговор об упражнениях. Давайте я вам покажу, как растягивать пояснично-подвздошную мышцу и как вообще ее протестировать, как понять, что она короткая. Да? Вот, напомню, что эта мышца в половине случаев создает наклон таза вперед. Не во всех, но очень часто. И также она создает вальгус, создает косточку на ноге и поперечное плоскостопие. Вот во всех этих случаях эту мышцу надо растягивать. Вы можете узнать это на моем канале. А также вот сейчас выходит новый видеокурс. Там все это будет очень подробно. Биомеханика вся осанки. Вот. Но уже вот как именно исправлять. Тоже варианты разные. Это всего лишь один из вариантов упражнения. Но варианты разные. Ну и, во-первых, как понять, что мышца короткая. Один из тестов выглядит вот так. То есть вы ложитесь на спину, колени приводите к груди, для того, чтобы таз был развернут. И теперь одно колено прижимаете, а второе опускаете. Вот видите, у меня нога легко опустилась и может еще ниже опуститься. Я не чувствую никакого натяжения. То есть эта мышца у меня хорошо растянута. Во всяком случае не укорочена. И делаю со второй то же самое. Все очень легко. У кого короткая, у них вот так будет нога. Либо вот так, если прямая, не до конца. Либо вот так висит. Однако, надо учитывать, что вот эти тесты, они не срабатывают на гибких людях. То есть, если это какая-то гибкая девочка, то она вот так вам легко опустит ногу, но при этом в сравнении с, допустим, с ягодичной, пояснично-подвздошная будет более короткая. Ее все равно надо тянуть. Там определить сложнее, но это все вот я рассказываю в видеокурсе. Поэтому, если вы не профессионал, вам, конечно, будет трудно определить, какие мышцы укорочены. Ну или надо вот изучить этот курс, тогда вы будете понимать. Визуально видеть, какие мышцы, как короткие и кому что вытягивать. Вот. Но мы вернемся к упражнению. Здесь есть тоже много вариантов. Я вам покажу один самый простой. Ну, простой он и эффективный, поэтому тут мудрить не надо. Вот вы ставите ногу на колено. Очень удобно за что-то держаться, да? Ну, например, очень удобно вот держаться за что-то, да? Ну, например, вот я ставлю опору, да, либо стул. Мне удобно на стул. И теперь я начинаю вот так на колено садиться. То есть моя задача вот эту ногу относительно позвоночника отогнуть назад. Видите? Вот сейчас у меня прямая линия между позвоночником и бедренной костью. А сейчас угол уже вот тупой здесь. Вот, при этом, смотрите, если вы прогибаете в спине, растяжки нету. То есть таз надо вот подворачивать. Подворачивать и вот тогда садиться. И вот тогда вы вот здесь вот начинаете чувствовать натяжение вот в этом месте. Вот. Ошибкой будет наклониться. Если вы наклонитесь, сразу растяжка уходит. Потому что позвоночник, к нему крепится эта мышца. Ваша задача вот эту точку поясницы отодвинуть назад. Как можно назад? Вот так вот. И вот в таком положении вы начинаете сдвигаться. И сразу вот оно натянулось. Обязательно вы должны чувствовать вот здесь в паху натяжение. Тогда растяжка идет. Если же вы встали, вот, например, смотрите, вот так. Я не чувствую никакого натяжения. Вроде бы и наклонился сильно, но никакой растяжки нету. То есть надо обязательно вот выпрямляться. Вот выпрямился и сразу натяжение появилось. Даже несмотря на то, что у меня поясница прогнута, но чем дальше я отвожу плечи назад, тем сильнее в паху натяжение. Потому что вторая точка прикрепления этой мышцы – это пах. Вот простое самое упражнение. Вот, можно показать и другие варианты. Ну, например, то, что... Ну, они менее эффективны, тем не менее, для некоторых будет тоже как вариант удобно, да? То есть вот я подложил что-то
под ногу. Опять же, эта нога у меня движется к груди, а это вот опускается. Вот сейчас я чувствую натяжение, что где-то вот там у меня натянулось. Вот как можно ближе. Вот, видите, у меня уже нога до пола не достает прямая. И вот идет растяжка. Вот сейчас идет растяжка этой мышцы. Ну, может быть, для некоторых так будет удобней. Особенно если здесь держать каким-то ремнем, подбирать ремень, тогда это будет легче. Давайте я, наверное, покажу с ремнем. Вот можно использовать такие ремни. Это пояс для медитации, и у йогинов, те, кто йогой занимаются, у них тоже есть такие вот ремни. Ну, его вот так вот можно регулировать. Для чего? Для того, чтобы просто не держать руками. Ну, давайте попробуем. Ну вот у меня сама держится колено. Даже можно еще сильнее. Да, вот. И теперь мне очень легко подтягивать, и сразу вот здесь возникает натяжение. И также высота подушки для всех будет разная. Можно, чтобы нога свисала с кровати. Это тоже хороший вариант. Ремень не обязателен, он просто облегчает. И чем сильнее я, видите, чем сильнее я прижимаю колено, тем у меня поднимается нога. Ну и, соответственно, вот возникает растяжка. И я ногу как бы оттягиваю назад. Вот. Мне, конечно, удобнее первый вариант, но люди разные, поэтому кому-то, может быть, пригодится такой вариант, да? Поэтому вы можете использовать все, что угодно, лишь бы это давало результат. Вот. Ну, тоже хочу сказать, что вы должны по возможности размять мышцу перед этим, разогреть, тогда она будет тянуться легче. И также тянуться обязательно подходами. То есть один подход 2-3 минуты, и таких 3-5, можно 10 подходов, в зависимости от ваших задач. Чем больше вы хотите результата, тем больше делаете количество подходов. Причем вы должны чувствовать, что с каждым новым подходом вам становится все легче, легче и легче. То есть эта мышца растягивается легче и легче. Вот, поэтому именно подход. Поэтому один подход, он ни о чем. Это просто как разминка и все. И, соответственно, вы тоже начинаете потихоньку, то есть первый подход чуть-чуть, потом сильнее нагрузку, сильнее растяжку, сильнее, мышца разогрелась, вам станет жарко, потому что мышца в напряжении. То есть вообще по большому счету, вот если людям вводят наркотики, то они спокойно на шпагат садятся. У нас есть такая способность, но у нас нервная система включается и защищает мышцу от растяжения, потому что мы не привыкли делать такую амплитуду. Поэтому, когда вы тянетесь, у вас мышца напрягается. И это вызывает, вам становится жарко. Но вот это вот напряжение, оно как раз мышцу разогревает, и потом ее очень легко растягивать. Поэтому именно подходами самая такая, оптимальный, на мой взгляд, вариант растяжки. Ну и плюс это дает отдых, потому что, например, держать так 15 минут подряд, это очень трудно. А сделать 3 раза по, скажем, 5 раз по 3 минуты, это вполне доступно, да? Ну, результат приблизительно будет похожий. Вот это то, что касалось пояснично-подвздошной мышцы. Если что-то непонятно, пишите. Снимем еще, ответим на вопросы. Ну и кому интересно, именно визуальная диагностика и биомеханика осанки, выходит сейчас видеокурс. И там все будет очень подробно, эксклюзивная информация. Такого больше нет в интернете, потому что, я еще раз повторюсь, что упражнения в интернете вы найдете кучу. И это будут хорошие, качественные ролики с хорошими упражнениями.
А вот диагностики вы не найдете, потому что ее нету. И вот только в моем курсе вы можете найти вот именно биомеханику осанки. Информация эксклюзивная, я как бы сам до нее дошел, и у меня ушло очень много времени на это, там, лет 10, наверное, чтобы дойти до нужной логики и чтобы начать с нее получать хорошие результаты, как у себя, так и у других. Ну, спасибо за внимание, всем удачи!